саммита. Было ли вам интересно и полезно встретиться с коллегами и обсудить актуальные вопросы? Да, хотелось бы сказать большое спасибо компании Peter Service за организацию. Компания Протей, конечно, была соучастником, но в общем и целом, конечно, основную задачу взяла на себя компания Peter Service. Поэтому спасибо вам. Может быть, в будущем году мы постараемся больше принять участие в организационных моментах. Безусловно, было очень полезно, очень интересно пообщаться и с коллегами, и с партнерами, и с гостями, в том числе из Афганистана, из Ирана. Здорово. Окей. Насколько рынок Латинской Америки, да, на котором в том числе представлена компания Протей, похож на рынок России? Есть ли какое-то опережение с точки зрения внедренных технологий и услуг? Опережение? Опережение скорее наоборот. С точностью да наоборот, потому что латиноамериканский рынок более приторможен, скажем так, Россия идет впереди. Латиноамериканский рынок притормаживает его разделение на два фронта. Есть проамериканские страны, есть прорусские страны. Это в значительной степени усложняет развитие его в целом, как рынка, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, менталитет. От этого никуда не деться. Это сиеста, это маньяна. Магические слова, поэтому те же проекты, например, на Кубе, которые у нас есть, там мы работаем напрямую с оператором, ну, он, собственно, единственный там в стране коммунистической, они занимают в среднем в 1,5 раза больше времени, нежели проекты, скажем, со странами, там, ну, в России там, или вот со странами бывшего Союза, более протяженные. Это связано и с менталитетом, наверное, и с техническим оснащением оператора, поскольку там, ну вот, акты те же, например, отправить, отсканировать, отправить, да, то есть техническое оснащение, оно немножечко отстает, поэтому значительно сложнее. А в общем и целом, ну, наверное, рынок, он всегда рынок. Как бы. А есть ли какие-то общие тренды телеком-индустрии, одинаково широко подхваченные всеми странами Латинской Америки, и нечто, что актуально для всего региона? Да, тренды сейчас, наверное, на всех рынках, и на латиноамериканских рынках, где мы работаем, и на африканских рынках, где мы тоже стараемся работать, одни и те же. Это движение в сторону построения виртуальных операторов, это движение в сторону AMS-архитектуры, вот это модное слово IoT, оно, естественно, везде присутствует. В том числе и в Латинской Америке. Проамериканские страны немножечко идут быстрее в данном случае, потому что, например, та же Мексика, там построен практически Safe City, ну, в Мехико-Сити, я не говорю о всей стране. А Safe City, ну, это тоже IoT, это тоже M2M, слова синонимы будем считать. Если мы говорим, например, об африканских странах, например, Восточная Африка, которая вызывает безумный какой-то интерес, поскольку она довольно развита, да, то там операторы сильно избалованы. И там внедрение системы означает просто коннекцию. То есть оператор ожидает, что эксплуатацию системы возьмет на себя вендор, внедрение возьмет на себя вендор, а он, оператор, просто разрешит подключиться к существующим сети, находящимся в облаке. То есть, ну, такой избалованный подход. В Латинской же Америке, например, там очень большие требования идут к внедрению, то есть поэтапному внедрению. То есть сначала это не эксплуатация, а ввод в тестовую эксплуатацию, потом ввод в прекоммерческую эксплуатацию, потом длинный период бейбиситинга, потом опытная эксплуатация там, на какой-то части сегмента там, сети, потом это ввод в коммерческую эксплуатацию. То есть там один только запуск, как мы называем, ланч, да, вот, он занимает там, в среднем, как у нас там целый проект. Поэтому ну, работать мы считаем, что работать нужно и можно, и мы были бы рады, если бы Peter Service нас в этом поддерживал.